Добрый день, зрители и подписчики моего канала. Продолжаем вязать нашу погремушку жирафика. Все детали мы уже связали. Теперь приступаем к сбору нашей погремушки. Начнем с пришивания мордочки к голове. Вот обратите внимание, здесь я пришивала, отступив от глазок приблизительно один столбик. И вот так вот по овалу пришивала. Я приколола булавками мордочку к голове, чтобы было удобнее пришивать. И вот сверху я так приколола, что на уровне с глазками мордочка, а на закруглениях один столбик мы отступаем. И вниз тоже приблизительно вот 3 столбика отступаем от головы. И потом постепенно начинаем пришивать. И не забываем, что мордочку нам нужно наполнить. Так что вам понадобится еще холофайбер для того, чтобы мордочка была тоже объемная. Вот как в этом жирафику. Мордочку у жирафика вот мы пришили. Теперь булавочками я наметила, где будем вышивать вот носик у жирафика на мордочке. Для этого вам потребуется немного темно-коричневой пряжи. И так как уже намечено, то будет проще вышивать. Захватываем наши столбики, протягиваем ниточку, втягиваем. И вот одна вышита, один носик. И потом переходим на второй и так же само вышиваем второй носик. Вот носик у нас уже вышит. Ниточки от мордочки и от носика я вывела вниз головы, связала между собой и потом их обрежу. И теперь будем пришивать рожки у жирафика. Я их уже приколола булавками. И вот, чтобы вам было видно, вот они вот так по центру располагаются рожки. И между рожками приблизительно 1, 2, 3, приблизительно 4-5 столбиков. Ну, а вы будете смотреть, как вам больше нравится, где располагать рожки. Но я буду пришивать вот здесь. Рожки мы с вами уже пришили. Теперь будем пришивать ушки. Ушки, для того, чтобы их пришить, для начала нужно сложить пополам, вот так, и пришивать. Я располагаю ушки где-то на расстоянии одного столбика от рожек. Получается, вот между ушками и рожками будет один столбик. И тоже так прикалываем булавками, чтобы было удобнее пришивать. И вот так будем пришивать ушки. Вот ушки у нас уже пришиты на расстоянии одного столбика от рожек. И вот я покажу, как я прячу ниточки. Вот у меня одна ниточка, та, что осталась от этого вот рожка, и вторая от ушка. Я завязываю их на узелок. Обязательно нужно выводить в одну дырочку, чтобы не было видно этих узелков. А потом беру иголочку, вставляю эти две ниточки. Вот одна и вторая. И потом прячу эти ниточки в изделие. Тоже вывожу вот в эту дырочку, там, где я завязывала два узелка, и вывожу где-то подальше в изделие. И все, и теперь можно обрезать эти две ниточки. И все, ушки мы и рожки закрепили. Вот так. Теперь будем соединять
основу нашей погремушки вот в такое колечко. Мы берем и вот слаживаем в такое вот колечко. Если вы помните, когда мы с вами вязали, во втором ряду мы провязывали, захватывая за задние стеночки столбика, а вот передние у нас остались. И теперь мы вот так слаживаем, и за эти передние столбики, так, чтобы вам было видно получше, вот так, мы будем захватывать. Вот, захватили, ниточку протянули и начинаем так пришивать по кругу. На камеру немножечко неудобно. И вот так идем, сшивая все по кругу, захватывая один столбик, а со второй стороны одну полупетельку и подтягиваем нашу рабочую ниточку. И так по кругу пришиваем наше колечко. Вот мы сшили с вами основу для погремушки в кольцо. Теперь закрепляем вот ниточку и прячем ее в нашем изделии. И обрезаем ниточку. Теперь, когда мы сшили с вами нашу основу под погремушку, будем пришивать ручки. Ручки я уже прикрепила вот по центру нашей основы. И между ручками приблизительно где-то сантиметр, может немножко больше, где-то 1,5 сантиметра. И вот так мы пришиваем ручки. Ручки к основе мы пришили. Вот так. Теперь будем пришивать голову к нашей основе. Так вот присоединяем и пришиваем голову к ручкам и к основе погремушки. Вот голова уже пришита к основе нашей погремушки. Теперь осталось нам пришить только бантик. Вот мы его связали. Как вы помните, у нас 2 ниточки, которыми мы обкрутили вокруг вот так бантик. А теперь нам нужно их закрепить. Для того, чтобы закрепить, вот поддеваем нашу иголочку под эти ниточки, которые мы обвивали наш бантик. И протянули один раз под ниточками. И второй раз под другими ниточками, чтобы лучше зафиксировать. Так, куда-то попало. Угу. Так, протягиваем. И теперь та, что покороче ниточка, можно обрезать, а этой длинной ниточкой будем пришивать бантик вот сюда к жирафику. Вот бантики пришили, и все, и вот такие вот 2 жирафика у нас с вами готовы. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!